Что не очередной летний день, то новые слухи по eFootball 2025. Всех приветствую, вы на канале Реалистик PES. Как и всегда, Ренан Гальвани поделился очередными подробностями eFootball 2025, а именно небольшими нововведениями, которые нам стоит ожидать в рамках 25-й части, поэтому сегодня и предлагаю их обсудить. Поддержите это видео своими лайками, а в комментариях, как и всегда, делитесь своим мнением. Возвращение старых функций из предыдущих частей PES — это на самом деле одна из самых частых тем для обсуждения, которая время от времени всплывает в комьюнити. Да и чего уж греха таить, я и сам нередко поднимал этот вопрос, потому что со времен игр PES, той же 21 части, было вырезано немало разного контента, начиная от отдельных режимов и заканчивая небольшими механиками, функциями, которые и по сей день отсутствуют в eFootball. И одна из самых главных механик, которую Konami почему-то вырезали и возвращают только вот к 25 части, по словам Гальвани, это механика быстрых замен. Кто-то на самом деле даже не в курсе, как эта механика выглядит, как она работает, и я подозреваю, что это во многом мобильные пользователи. Но, тем не менее, даже если вы играете на консолях и ПК и по какой-то причине не знаете, что это за функция, в принципе, ее суть кроется в ее же названии. То есть, по ходу матча, не прерывая игру на паузу, вы можете нажать на небольшую кнопочку и быстренько сделать замену по ходу матча. То есть, опять же, не ставя игру на паузу. На самом деле, за все это время пауза стала таким вот небольшим тактическим элементом, когда игрокам банально нужно перевести дух и заодно сделать замены, но иногда бывает такое, что игроки настолько увлечены игровым процессом, то есть там настолько равная игра и как-то не хочется сбавлять темп, что вот подобная функция, она бы, ну, точно, наверное, не помешала. Да и в целом, играя в те же старые части, наподобие 21, в лишний раз понимаешь, что эта функция на самом деле очень даже удобная. И почему Konami ее все это время не возвращали, для меня остается непонятным. То есть, отчасти понятным, а именно тот факт, что они просто потихоньку растягивают возвращение старых функций, чтобы хоть что-то добавлять. Но почему именно эта функция и именно к 25 части, вот этого я уже не понимаю. Также из небольших нововведений Гальвани отмечает, что к 25 части Konami сделают более реалистичные волосы для футболистов, то, что мы так долго ждали. Но если без рофлов, то Гальвани отмечает, что при воссоздании фейсов, будь то для старых футболистов или же для новых, теперь Konami будут применять какую-то обновленную технологию, которая позволит делать прически чуть более реалистичными. Это касается и их внешнего вида, и анимации их взаимодействия, то есть как волосинки должны трястись, как они в целом шевелятся по ходу матча и так далее, так далее, так далее. Как отмечает Гальвани в одном из предыдущих постов, это именно что усовершенствование старой технологии, а не какая-то новая, поэтому, ну, грубо говоря, Konami в каком-то смысле даже прогрессирует. Конечно, странно слышать такое словосочетание, как Konami и прогресс, но, судя по всему, здесь оно имеет место быть. И также все те, кто упоминает eFootball 2025, все как один говорят о том, что с обновлением до 25 части произойдет очередное обновление графики, опять же, не столь глобально, не столь ощутимо, как нам того хотелось бы, но постепенно возвращаются те же самые эффекты снова из предыдущих частей PES. Потому что Гальвани делает акцент на то, что в 25-й части eFootball немножко обновят взаимодействие с травой, то есть с газоном. Травинки будут разлетаться после ударов по мячу, также травинки будут оставаться на лицах футболистов, и все это было в предыдущих частях PES, и только сейчас добирается до eFootball. Что же касается мобильных устройств, то касаемо, я не знаю, отображения травинок на лицах футболистов, скорее всего, не будет, и не факт, что в целом травинки хоть как-то будут отображаться на мобильных устройствах, ну а все же остальные платформы, судя по всему, нечто такое ожидает. И также блогер в конце добавляет, что в ноябре игру ожидает чуть более глобальное обновление, нежели то, что будет с первым обновлением, непосредственно до 25 части. И, по сути, здесь повторяется такая же история, как была с eFootball 2023. Тогда, в конце августа, мы получили обновление до 23 части, соответственно, обновились составы, формы, все дела. Но только к ноябрю мы получили глобальное обновление, которое обновило игровой процесс, добавило какие-то новые ивенты, которых не было, немножко изменило интерфейс и так далее, так далее, так далее. И я так понимаю, что нечто подобное будет и с eFootball 2025. Но полагаю, чем ближе мы к релизу этого самого обновления, непосредственно до 25 части, тем больше подробностей касаемо ноябрьского обновления мы получим впоследствии. Ну а на сегодня это все новости. В комментариях пишите свое мнение по шкале от 1 до 10, насколько вас впечатлило услышанное. Не забывайте подписываться на соцсети, ссылки на них в описании. Не забывайте подписываться на этот канал и поддерживать это видео своими лайками. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!